Для нас, конечно, как для Российского гуманитарного государственного университета, крайне важна роль и место русского языка и русской культуры и в России, и в мире. Не скрою от вас, это положение нынешнее нас не полностью устраивает и внутри страны, в том числе и среди подрастающего поколения, в условиях такой информационной революции, которая все-таки меньше получает знания в области литературы и родного языка в традиционной форме, то есть через чтение, через те формы, которые были присущи всегда на культуре, а больше получает через информационное поле. Но, тем не менее, само по себе это крайне важное направление нашей деятельности. И, конечно, мы крайне заинтересованы, с одной стороны, в расширении, в поддержке русскоязычного поля вне пределов Российской Федерации и в рамках того поля, которое существовало еще в масштабах Советского Союза, то есть на постсоветском пространстве и, конечно, далеко за его пределами. Я не очень люблю вот эти термины «ближние» и «дальние зарубежья», но, тем не менее, пока вот русский язык ничего не придумал, чтобы по-другому как-то характеризовать. И это тоже очень важно. И особенно важно с точки зрения филологии в целом, и лингвистики особенно, вот это вот русское зарубежье в контексте языкового развития. Потому что язык – это главное средство не только, собственно говоря, коммуникации, но и, конечно, продвижения или сохранения культуры того или иного цивилизации, в том числе русской цивилизации. И, конечно, для нас очень важно это направление. Само преподавание русского языка в настоящее время, изучение его и преподавание тоже претерпевает изменения, поскольку сам объект, субъект, вернее, этого процесса, те, кто хотят этим заниматься, тоже меняются. С одной стороны, мы должны активно поддерживать интерес к русскому языку любого человека, который вот по концепции русского мира в него входит. А по этой концепции любой представитель любого этноса, который интересуется русским языком, который пытается его изучать, пытается войти в эту культурную среду, уже является частью русского мира. Но в этот русский мир входят и, конечно, представители самих этносов, проживающих в России и проживавших в России, которые оказались за пределами Российской Федерации, и те, кто никогда и не представляли этносы, но всю жизнь занимается изучением русского языка, я имею в виду все это движение, которое связано с МАПРИАЛом, с преподаванием русского языка и литературы в мире, которые тоже активно с нами сотрудничают. В этом отношении данная конференция очень знаменательна. Я надеюсь, что этот обмен мнениями и изучение ситуации, которая сейчас сложилась в разных уголках земного шара в этой области, послужит дальнейшему продвижению наших усилий, которые, конечно, крайне важны и имеют не только бесспорно научное, образовательное, но и огромное воспитательное значение. А поскольку ВУЗ все-таки это и коллективный воспитатель, я считаю, что эта конференция эту функцию тоже выполняет. Актуальность проведения данной конференции очевидна, потому что ее основными целями является расширение, активизация взаимодействия между российскими и зарубежными центрами русистики, профильными учреждениями в сфере продвижения русского языка за рубежом, российскими диаспорами. Главным предметом обсуждения сегодня является судьба русского языка как неотъемлемой части мировой культуры, важного средства международного общения и фактора сохранения этнокультурной идентичности российских соотечественников за рубежом. Вот с этой точки зрения Россотрудничество придает особое значение реализации программ и проектов, которые направлены на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, в том числе в среде соотечественников. Я хочу вкратце рассказать о тех проектах, которые в настоящее время реализует агентство. Совместно с Министерством образования и науки
Россотрудничество является основным разработчиком новой федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011-2015 годы, о которой вы, конечно же, знаете. С этого года, с 2011 года, агентство становится одним из государственных заказчиков данной программы по двум важным международным стратегическим задачам, которые лежат в русле наших приоритетов. Первая задача – это поддержка русского языка как основа развития интеграционных процессов в Содружестве независимых государств. А второй задачей является удовлетворение языковых и культурных потребностей наших соотечественников за рубежом. Реализация этих задач позволит частично, хотя бы частично решить ряд проблем, связанных с укреплением позиции русского языка в мире. Так, с учетом систематически поступающих из-за рубежа просьб, планируем продолжить регулярное направление в иностранное государство учебно-методических, научных, справочных материалов по русскому языку. Будем продолжать проведение мероприятий культурно-просветительского, образовательного, научно-методического характера, которые способствуют популяризации русского языка и в России в целом. Предполагаем начать разработку совместными авторскими коллективами национально ориентированных учебников по русскому языку. И это может быть интересно в этой аудитории, поэтому приглашаю всех к сотрудничеству. Центр «Златоуст» уже 20 лет занимается разработкой и выпуском учебных пособий по русскому языку для иностранцев. И в последние годы активно занялся такой новой темой, бурно развивающейся сейчас в мире. Это поддержка русского языка у детей-соотечественников и проблемы двуязычия, связанные с этой тематикой. Но кроме того, нас живо интересуют и проблемы языковой политики, опыт продвижения этой проблематики в разных странах мира, поскольку думать о новых методиках и подыскивать и угадывать новых интересных авторов совершенно бесперспективно, не чувствуя того фона бурно развивающихся процессов в образовании в разных странах мира и языковой политики. Поэтому кое-что за эти годы нам удалось и выпустить на эту тему, и организовать достаточно неплохие семинары в разных странах с привлечением интересных ученых. И эта тема вот и здесь звучит, и интересно подключиться к ней. Конференция весьма своевременна и очень современна, потому что мы все говорим о современном многоязычном поликультурном мире. Вот в этом современном многоязычном поликультурном мире русский голос звучит наряду, на равных со всеми остальными голосами, со всеми остальными языками. И хотя сегодня говорилось и будет говориться о необходимости укрепления русского слова и за рубежом, и у нас, но я считаю, что русское слово присутствует вполне, так сказать, крепко за рубежом, и это проявляется, это видно через проекты международные, проекты мобильности. Поэтому я бы хотела сказать, особое внимание уделить проектам международной студенческой и преподавательской мобильности как инструменту как раз повышения мотивации. Вот Марк Андреевич упоминал фразу о том, что нам нужно подумать, как заставить учить язык, вот как все-таки, какие механизмы рассмотреть для повышения, так сказать, интереса к русскому языку, а вот через мобильность. У нас в университете действует несколько проектов мобильности, в том числе Erasmus Mundus, и вот есть огромный проект, куда входит 10 российских вузов и 10 зарубежных, и студенты, приезжающие к нам на обучение из Болонского университета, из Геттингенского, из Гумбольдтовского, из Лёвена, из Турку, Финляндия, из других городов, так сказать, Европы, они приезжают с блестящим русским языком. Когда я встречаюсь с этими студентами, я удивляюсь. Вот этим и нужно мотивировать молодежь. То есть возможность, так сказать, поучиться в России, приобщиться к российской культуре. И многие из них, поучившись год, продляют, они хотят еще учиться. Говорят, Москва потрясающий город, культура потрясающая. И вот это важно.